Европарламент одобрил реформу защиты авторских прав в интернете. Музыканты рады, интернет-адвокаты в ужасе. Здравствуйте, и вновь с вами Ангелина. Затронутая мною тема вторичного использования контента волнует не только самих авторов. Сегодня я наткнулась вот на эту статью. Ссылку я оставлю в описании. Цитирую. На днях большинство европейских политиков проголосовали за изменение действующей директивы копирайта. Как указано в пресс-релизе Европарламента, ключевые позиции реформы предусматривают: техногиганты должны будут платить за работы авторов контента и журналистов, которые они используют. Малые платформы исключены из сферы действия директивы. Гиперссылки, сопровождаемые отдельными словами, могут свободно распространяться. Журналисты должны получать часть вознаграждения, связанное с авторским правом, полученного их издательством. Википедия и другие открытые некоммерческие ресурсы не будут затронуты. Поправки, одобренные вчера, подвергнутся небольшим изменениям до того, как политики будут снова голосовать за реализацию реформы в январе 2019 года. Напомним, в конце июня 2018 года Комитет Европейского парламента принял на рассмотрение новый проект директивы Европейского союза о защите авторских прав. Действующий 17-летний закон устарел и требует значительных доработок, чтобы удовлетворить запросы всех жителей цифровой эры. Но похоже, что с обновленным документом интернету грозит переход от неконтролируемого потока информации сразу к цензурируемой базе данных. Камнем преткновения между политиками, бизнесменами и обычными пользователями сети стали пункты 11 и 13 новой директивы. Согласно 11 статье, веб-сайты должны будут получать лицензию от правообладателя на использование их контента, что идет вразрез работе всех современных новостных агрегаторов и онлайн-сервисов. А 13 статья обязывает любую интернет-площадку нести ответственность за материалы, которые публикуют их пользователи. Правозащитники боятся, что такая реформа нанесет удар по бизнес-моделям большинства сервисов в сети, которые собирают аудиторию за счет генерации контента с других сайтов. Вдобавок, отсеивание информации, которую публикуют пользователи, может привести к цензурированию, ведь фильтры и алгоритмы контроля будут осуществляться цифровыми программами и искусственным интеллектом. Подобные системы отсеивания информации уже существуют. К примеру, YouTube Content ID. Но они работают несовершенно, то пропуская ворованный контент, то блокируя оригинальный. В случае принятия директивы Европарламентом интернет ждут существенные изменения. И если большие интернет-компании вроде Google и YouTube смогут позволить себе разработку новых приложений для контроля и выплаты лицензий правообладателям, то мелкие площадки будут вынуждены закрыться или существовать под страхом санкций. Хотя, согласно последней версии документа, небольшие платформы и некоммерческие открытые ресурсы не попадут под действие директивы. Тем не менее, негодование интернет-адвокатов вызывают неточно прописанные некоторые пункты в статье. Для сравнения, издание The Next Web пообщалась с адептом новой директивы, членом Христианского демократического союза Германии Акселем Воссом и ее противницей, представительницей партии пиратов Германии Джулией Реда. Оба члена Европарламента имеют противоположные взгляды на реформу. Пока Аксель Восс говорит, что критика проекта не имеет веских аргументов и заявления о цензуре и фильтрации контента преувеличены, Джулия уверена, статьи новой директивы напрямую приказывают интернет-платформам создать технологии, которые будут отслеживать, не нарушают ли их пользователи авторских прав. Член Христианско-демократического союза говорит, что статья 13 не повлияет на 80% всех интернет-платформ, и документ в первую очередь нацелен на сервисы, которые зарабатывают на чужой информации. По словам Акселя Восса, это не грозит площадкам вроде Википедии, eBay, Dropbox и Thunder.
поскольку они не получают прибыль от нелегального контента. Но борец за свободу в интернете Джулия Реда объясняет, что это манипуляция. На самом деле Википедия может попасть под действие закона, потому что они используют систему пожертвований, которую можно определить как бизнес-модель. То же самое и сервису знакомств грозят большие неприятности, если закон вынудит владельцев приложения получать лицензию от фотографов на каждое фото зарегистрированных пользователей. Джулия Реда также заявила, что новый закон на самом деле играет на руку большим компаниям. Господин Восс говорил, что он не уверен, попадет ли Facebook под определение директивы, хотя все, что в ней прописано, в первую очередь должно коснуться YouTube и Facebook. Вместо этого проект будет направлен на полностью лицензионные бизнесы, которые никоим образом не нарушают авторское право. Пострадают приложения для изучения языка, где люди могут распространять их мультимедийные словари, приложения для путешествий по типу TripAdvisor, мультифункциональные сервисы для создания веб-сайтов вроде WordPress. Защитник директивы Аксель Восс считает, что ничего подобного не произойдет, и новый документ, наоборот, поможет журналистам и издателям и заставить интернет-платформы платить за их контент. Я не вижу, как это может негативно повлиять на граждан. Они все равно будут иметь свободу информации, может быть, они не смогут получить все новости на одном сайте, но это будет возможно на ресурсах самих издателей и медиа. Пользователи по-прежнему смогут делать все, что они хотят, ссылаться на информацию и копировать ее, но только в частных целях. Я не вижу реальных недостатков для кого-либо. 12 сентября 2018 года ВОЗ уже начал праздновать свою победу. Политик говорит, что несмотря на сильное лобби интернет-гигантов, большинство в парламенте поддержало их инициативу. Было очень много острых дискуссий вокруг этой директивы. Мы решили некоторые из вопросов, просто исключив небольшие платформы и агрегаторы с действия документа. Я убежден, что как только все утрясется, интернет будет таким же свободным, как и сегодня. Авторы контента и журналисты будут получать более честные гонорары за свою работу. И мы удивимся, из-за чего вообще была вся эта суета. Суета ли это? Или все же нам есть чего опасаться? Тема более чем серьезная. Я обращаюсь к вам, дорогие мои зрители. Напишите, пожалуйста, свои отзывы по поводу того, как вам видится интернет будущего, и о том, как можно защитить свой контент, не нанося ущерба другим. А я, в свою очередь, обещаю продолжить дискуссию на тему авторского права. С вами была Ангелина. Увидимся в последующих выпусках. До свидания.